Всем привет, дорогие друзья! Сегодня делюсь рецептом, который стал настоящей находкой для сезона кабачков. Готовится он легко, из простых продуктов, а результат приятно удивит. Вы точно еще не пробовали кабачки в таком виде? Приступаем к приготовлению. Подробная инструкция и все необходимые ингредиенты находятся в описании под видео. Сначала подготавливаем кабачки. Их нужно нарезать толщиной от 3 до 5 мм. Солим с двух сторон каждый кусочек и отставляем в сторону на полчаса. Нам необходимо убрать из них лишнюю жидкость. Тем временем готовим заливку. Разбиваем в миску 4 крупных яйца. Добавляем соль, овощную приправу, любимые специи. Все перемешиваем. Добавляем сметану и объединяем массу. Затем 500 граммов курицы нарезаем небольшими кусочками. У меня это бедро без кости. Можно взять филе, но с бедром получается сочнее. Добавляем курицу к яично-сметанной смеси и перемешиваем. Твердый сыр натираем на средней терке и добавляем в общую массу. Измельчаем чеснок и соединяем с заливкой. Все хорошо перемешиваем, заливка готова. Кабачки уже пустили сок. Сливаем лишнюю жидкость, промакиваем кружочки бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки влаги. Теперь они не дадут сок при запекании. Подготавливаем форму диаметром 26 см. Хорошо смазываем ее сливочным маслом. Высыпаем 30 граммов манки и распределяем ее по всей поверхности формы. Манка впитает сок от овощей и не даст запеканке поплыть. Выкладываем кабачки плотным слоем, как показано на видео. Сверху равномерно заливаем заливкой. Две луковицы нарезаем кольцами и отделяем крупные кольца. Они нам понадобятся. Помидоры небольшого размера нарезаем. Подойдут любые сорта. Сверху на блюдо выкладываем луковые кольца. Затем кусочки помидоров.
присыпаем сыром. Отправляем форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем ровно 1 час. В конце можно прикрыть края фольгой, если они сильно зарумянятся. Ориентируйтесь по своей духовке. Время выпечки может незначительно отличаться. Достаем из духовки, даем немного постоять. Посыпаем запеканку свежей зеленью и подаем к столу. Она отлично отходит от формы, на дне может быть немного жидкости. Не страшно, просто аккуратно слейте ее. Получилось очень вкусно, просто и по-новому. Готовьте с удовольствием, радуйте близких и заглядывайте на мой канал за новыми идеями. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!